Мы рады приветствовать вас на наших площадках. Сегодняшняя наша пресс-конференция, вернее, наверное, круглый стол, скорее всего, по своей тематике, посвящен теме Ливии. Что будет с российскими контрактами на добычу черного золота в этой стране. И события последних месяцев, и особенно последних дней, довольно ярко высветили вопросы присутствия отечественных наших российских компаний в этой североафриканской стране. И возникает очень много вопросов. Что будет дальше? Понятно, что уже власть сменилась в Ливии. Кто придет после Каддафи? Есть ли пожелания представителей новых властей Ливии сотрудничать с россиянами, с российскими компаниями? Об этом и о многом другом мы поговорим сегодня. Чем обусловлен интерес нашего министерства к ливийскому направлению? Прежде всего мы понимаем то, что Ливия, несмотря ни на какие события в ней происходящие и уже происшедшие, по-прежнему остается страной с обширной территорией. Ее географический размах указывает на то, что, занимая 4-е место на африканском континенте, она в априори уже обращает на себя пристальные взгляды большинства государств, не только региона, но и мира. Ну и, конечно же, общеизвестные запасы разведанных ресурсов Ливии, энергетических ресурсов, также указывают на то, что интерес к развитию сотрудничество с этой страной для Министерства энергетики крайне важен. Более того, у нас был положительный опыт сотрудничества с ливийскими партнерами до осложнения военно-политической обстановки в этой стране. Думаю, что вам известно, что до недавнего времени, в частности до февраля текущего года, ряд российских компаний уже сотрудничали с ливийскими партнерами. Прежде всего, я бы хотел обратить внимание на имевшиеся и пока приостановленные контракты таких компаний, как «Газпром», «Газпромнефть», «Татнефть». И достаточно активную позицию на ливийском направлении всегда занимало и занимает акционерное общество «Лукойл». В прошлом году и до февраля текущего года указанные компании достаточно активно позиционировали себя на ливийском энергетическом рынке. Может быть, для вас интересны такие цифры будут, как, например, компания «Газпром» осуществляла геологоразведку на 2 участках. Это на шельфе Средиземного моря и на одном из нефтедобывающих участков на суше в Ливии. Компания «Газпромнефть» достаточно активно сотрудничала с итальянским концерном «Эни» по развитию энергетического сотрудничества уже в 3-стороннем формате. Компания «Татнефть» до февраля месяца также поддерживала контакты с 18 ливийскими энергетическими компаниями и осуществляла разведку 4 участков. Но, к сожалению, по известным вам причинам, впоследствии осложнения военно-политической обстановки, сначала в регионе, потом в стране, в феврале текущего года указанное сотрудничество было приостановлено в связи с объявлением форс-мажорных обстоятельств. Но, тем не менее, мы исходим из того, что нынешнее ливийское руководство, имея в виду переходный национальный совет, подает нам сигналы о намерениях восстановить сотрудничество, прежде всего, межгосударственное с Российской Федерацией. Мы исходим из того, что одним из важнейших направлений этого сотрудничества будет как торгово-экономическое наши взаимосвязи, а их основой станут энергетическое сотрудничество между Российской Федерацией и Ливией. В этой связи исходим из того, что Министерство энергетики
представляя российскую сторону в энергетическом сотрудничестве, надеется прежде всего на возобновление подобного сотрудничества и возможную его активизацию и расширение по различным направлениям. В настоящее время тема нефтяных контрактов с Ливией остается самой актуальной на мировой арене. Все задаются вопросом, кому все-таки достанутся нефтяные контракты от ливийской стороны. Чтобы не повторяться, как мои коллеги уже подчеркнули, ряд наших российских компаний, как «Лукойл», «Газпромнефть», «Татнефть» и «Газпром» участвовали в добыче в Ливии, так и в связи с революцией вынуждены были приостановить добычу и покинуть страну. Помимо других мировых компаний, точно так же в Ливии участвовали и китайские нефтедобывающие компании, так и вложения именно китайских компаний в Ливию гораздо больше, чем российских компаний. Если вложения средние наших нефтяных компаний в Ливии оцениваются около $1 миллиарда, так, то вложения китайских компаний это несколько миллиардов долларов. Если провести параллели между Ливией и Ираком, мы помним, как начиналась Иракская война, и начиналась она примерно по тем же причинам, что и ливийская, так, это борьба за ливийскую нефть. На сегодняшний день она оценивается около 30 миллиардов баррелей, и Ливия, помимо нефти, так еще обладает существенными запасами природного газа, что ее делает еще более привлекательной для нефтегазодобывающих компаний. Скорее всего, судя по тому, кто в основном помогал ливийским повстанцам, это основные контракты получат, это французские компании Total, Elf, итальянская Eni, английский British Petroleum и, скорее всего, американский ExxonMobil. То есть основной, наверное, пирог будет делиться между этой четверкой стран. Так? Ну, мы надеемся, что нашим компаниям будет над чем работать и будет к чему стремиться. Тем более правительство на сегодняшний день в этом плане прикладывает максимальные усилия. И я считаю, что на сегодняшний день нашим компаниям, также и правительственным чиновникам стоит брать пример от китайских коллег, что вот Китай в 2003 году вынужден был покинуть Ирак, и сейчас вынуждены были покинуть Ливию. Точно так же наши компании покинули Ирак. И тогда, когда Ирак покидали, потери наши только Лукойла составила более 7 миллиардов рублей, и Лукойл только лишь смог вернуться на иракский рынок, так, это более 7 лет спустя. То есть я считаю, что вот нужно брать пример с китайских коллег, так, выбрать выжидательную позицию, потому что еще неизвестно, чем вот ливийская война может закончиться. Как вот коллега подчеркнул, в Ливии более 130 племен, так, и на сегодняшний день у них общий враг Каддафи. Каддафи удавалось на протяжении многих лет, так, держать баланс между племенами, так, а сейчас каждый из племен захочет быть как можно ближе к этому пирогу, так, и получить свой кусок из этого пирога. И не исключено, что начнется новая борьба за ливийскую нефть. В отличие от Ливии, в Ираке там сила НАТО участвует, а в Ливии этот контингент участвовать не будет. И воздушным добычей нефти, так, контролем не смогут это. Поэтому нужно принять, по моему мнению, небольшую выжидательную позицию, так, а время покажет.
нужно проявить определенное терпение. И в любом случае наши компании, я уверен, что смогут вернуться не только вот те, которые добывали, так и на ливийский рынок смогут прийти новые компании, в отличие от «Газпрома», «Лукойла», тот же «Роснефть», там, «Башнефть» и другие российские компании смогут прийти на ливийский рынок, потому что он на самом деле является привлекательным.